Всем большой привет, с вами снова Настя. И в этом видео я покажу один из вариантов выплетания внутреннего бортика для корзинки. Ну, для круглой корзинки, как в данном случае, да, также и бортик можно такой сплести и на овальной корзинке, и, скорее всего, и даже на прямоугольной. Сплетение внутреннего бортика — это продолжение плетения корзинки. В прошлом своем видео я показывала, как сплести вот такой красивый узор. Это послойное японское плетение. Если вам интересно, ссылочку я оставлю в описании под видео, где также подробно остановилась на некоторых нюансах и подробностях выплетания данной корзинки. Итак, внутренний бортик в классическом варианте. Классический вариант — это значит, вы плели-плели на двойных или тройных стойках, и вам нужно сейчас их вывести для выплетания бортика внутри корзинки, чтобы сверху одевалась крышка. Стойки у меня двойные, как вы видите, они могут быть у вас, допустим, даже тройные. Это не важно. Лишние стоечки мы обрежем, оставим только самые правые. Видите, они у меня небольшие остались. И я предварительно, перед тем, как сейчас буду срезать, да, левые лишние, я при помощи шприца обыкновенного закачивала в него воду и заливала вовнутрь водичку. В общем, вы спросите, как это делается. Очень просто. Водичка закачивается, ну, где-то получается на такие хвостики у меня уходило где-то по 1,5 миллилитра из шприца. Как-то так. Ну, это нужно пробовать на месте. Прокапала хвостики все водичкой, они размякли внутри, и это очень важный момент. В принципе, можно делать это на сухих стойках, но тогда все не так плотно будет прилегать у основания. Сейчас, как я и сказала, подрезаем левые стойки. Они нам больше не нужны. Будем подставлять слева от них дополнительные трубочки для загибки. Если длина ваших стоек, да, которые я сейчас подрезаю, позволяет делать загибку, вы также можете их увлажнить, допустим, из пульверизатора или тем же самым способом со шприцом. Кстати, я буквально пару раз его использовала, попробовала. В принципе, очень даже нормальный вариант, особенно для тех трубочек, которые окрашены эмалью. То есть, если это морилка, да, и после обработки еще как-то можно их увлажнить пульверизатором, то после эмали пульверизатор не действует от слова совсем. Ну, как бы можно, но тогда вы замочите не только свои, размягчите стойки, но и все изделие, я так думаю. Все. Стойки все подрезала. Беру рабочие трубочки из пакета, влажные, и подрезаю концы. Чуть побольше, около 2 сантиметров, чтобы они хорошо у нас вставлялись. Здесь они уже плотненькие. Обязательно прокапываю их клеем. Промазываю. Клей использую полимерный для быстрого схватывания. Также можете использовать ПВА, ну, тогда придется немножко дольше подождать. Так, слева от обрезанных стоек я ввожу новые трубочки для загибки по всему периметру. Чтобы четко все красиво ровно было, я буду делать на форме сразу загибку. И буду выгибать вот эти увлажненные лишние стоечки, которые уйдут у нас на внутренний бортик. Беру любую трубочку, обрезок трубочки и подставляю. Буду делать свою любимую загибку, универсальную. В общем-то, сейчас посмотрите, или есть отдельное видео подробное, как она делается. Оставлю в описании под видео, смотрите все туда. Так, начинаю заводить. Тут теперь самое главное, в общем, нужно сделать как-то, прижать вот эти стойки, увлажненные, дополнительные, их прогнуть, прижать к самой форме. Очень-очень сильно, прям промять, я бы сказала. Ой, сейчас я поближе
Покажу вам. Вот они мягкие-мягкие, и я их прям там прижимаю к самой стеночке. Ну и так по всему периметру начинаю заводить стойку одну за другую. То есть за те стойки, которые я сейчас подставила. Короткие хвостики мы оставляем внутри, а из подставленных будем делать загибку. Подробно на загибке я останавливаться не буду, да, если что, посмотрите в отдельном мастер-классе, где я очень много внимания уделила, много слов сказала. Сразу все стойки я пока не опускаю, покажу сам принцип. Левую крайнюю беру, которую уже мы опустили вниз, провожу ее раз, два, через две стойки, и перед третьей, куда я вставила палочку, делаю подгиб вниз, перпендикулярно. Срезаю маленький хвостик и буду прокапывать его клеем. Обычно я хвостики эти делаю подлиннее, но тут у меня будет упираться, получается, в плетение, где у меня идет послойка. Послойное плетение, я имею в виду. И проходить хвостик дальше не будет. Все, вот я его ввела. И теперь то же самое буду проделывать дальше. Левую крайнюю трубочку беру, тяну, плотненько-плотненько довела, подогнула. Так, подрезала. Не знаю, попробую без клея. Честно, я не очень люблю с клеем. Да нет, нормально держится все. Продолжаем. Опять укладываю. Так, здесь мне нужно промять. Не забываем приминать, потому что может топорщиться потом наша загибка. И это не очень хорошо. Почему я здесь не делаю розгу, допустим, в 3 прута, который также будет имитировать, да, мое плетение тройной веревочки, по той причине, что розга, она более объемная сама по себе, и я ее поэтому не использую. Завожу дальше. Ну, здесь на самом деле все просто. И не так все страшно. Все. Я продолжаю делать загибку. Когда дойду до конца, увидимся с вами буквально через секунду. Процесс загибки подошел к концу. Так, я стараюсь не вынимать сразу подстановочную вот эту вот трубочку. Она всегда у меня на месте. Завожу оставшиеся трубочки друг за друга. И сейчас мне нужно как раз таки тут эту последнюю вывести вместо моей подстановочной. Довела. И вот в этом месте слегка подогнула и трубочку промяла еле-еле, чтобы она просто размягчилась. Вывожу ее наружу. В каком-то своем видео я уже показывала, да, что делать, если вот эта ваша трубочка, вы ее еле-еле вытащили, и она, в общем-то, поизмялась. Все очень просто. Срезаете аккуратненько здесь наискосок и просто наращиваете. Как обычно, в плетении трубочку прокапываю клеем. Здесь придерживаю. Кручу, кручу, кручу. Все, теперь она ровненькая, плотненькая, как и положено. Чтобы потом... Кстати, здесь у меня тоже трубочка первая. Я
это и хотела вам показать. Она мягкая стала, не знаю почему. В общем, она мне не нравится. Я ее вот таким образом срезаю. Все должно быть аккуратно и красиво. Нарастила. Все. Ну и заканчиваю теперь свою загибку. Кстати, мне все равно вот кажется, что, ой, что немножко выпуклость есть, конечно, на этой загибке по сравнению, да, с остальными рядами, но ничего страшного. Я думаю, что при выплетании крышки, когда рядов будет меньше снизу, она все равно не будет слегка уходить как раз там на этот миллиметр другой, и все четко встанет как надо друг на друга. Поэтому здесь проблем никаких не должно быть. Ну и опять, если я помогаю заводить. Загибочка классная, моя любимая. Я всегда об этом говорю. Делается легко. Главное, что подстановочные вот эти трубочки, они всего в одном экземпляре. Всегда пугало меня, что вот нужно подставить целую кучу трубочек подстановочных, чтобы сделать загибку. Но на самом деле, да, это громоздко. Тяжело для восприятия, особенно новичкам. Вот, но что поделать. Поэтому можно использовать и вот эту загибку. Так. Все, раз. И два. Что я буду делать после того, как загибка моя сделана? Я, во-первых, возьму пальчик и ровно выпрямлю весь верх, потому что сверху будет одеваться крышечка, и нам никакие выпуклости не нужны абсолютно. Делаю это аккуратно, но уверенно. Все, где-то приминаю, все хорошо. Так. Дальше, сейчас корзиночка моя еще влажноватая, я все равно возьму состав лак плюс вода и прогрунтую сверху изделие, подожду, когда оно немножко подсохнет. Мне, чтобы сделать загибку на внутренний бортик, трубочки нужны же влажные еще. Поэтому придется все-таки вынимать форму, и за счет высыхания корзинка может повестись. Поэтому мне нужно ее зафиксировать. Все, увидимся совсем скоро, а я побежала грунтовать. Форму я вынула. Как вы видите, корзиночка уже подсохла. Честно признаться, время прошло уже целый час, и вот эти хвостики, они уже подсохли. Ну, так у меня получилось, ничего страшного. Я их уложила. Они же у меня вот так вертикально стояли. В общем, я их выгнула. Мне нужно сделать их горизонтально теперь. Буду таким образом проплетать. В любом каком-нибудь месте мне сейчас нужно подклеить трубочку рабочую. Точнее, две. Ну, а трубочки я, как всегда, сделала срез, прокапала клеем и подклеиваю в двух местах. Трубочки рабочие приклеились. Нужно их таким образом, да, вот так выставить, как будто они из-за стойки выходят. Все здесь в порядке. Не забываем, что плетем их в горизонтальном положении. Так, двойная веревочка. Все как обычно. Заводим, получается, левую трубочку сейчас за вторую. Поверх следующей стойки смотрите внимательно. Я просто сейчас буду делать не то, что вы ожидаете. Не за стойку следующую, за рабочую трубочку. Завожу вот так. Поверх стойки под рабочий. Теперь я эту рабочую завожу за стойку. Другую уже, видите? Эту завела под рабочую следующую, а вторую рабочую завожу теперь за стойку. Завела, плотно прижала.
Попробую камеру как-то по-другому, но никак не поставить. Так, приближу. Теперь представляем, что у нас здесь между стойками есть невидимая стойка. И так дальше. Между этими уже очевидными есть невидимые. И вот мы будем с вами их как бы проплетать. Делаем дополнительный виток. Видите? Прижимаем плотно все к бортику. Завожу аккуратно теперь за стойку. Стойку как бы немножко вниз даже можно уклонить. Она и так будет обратно пытаться встать. И теперь мы с вами так и плетем. Делаем дополнительный виток. Вы сейчас думаете, что за страсти нам Настя показывает. Такой прием я делала уже очень давно, когда училась плести, и у меня расстояние между стойками вот большое очень, да, а мне нужно, чтобы оно поменьше было. Очень хорошо, четко фиксирует плотное плетение и выглядит вполне достойно, как вариант. То есть, если мы будем проплетать, как обычно, у нас здесь будет расхлябанность, а мы с вами делаем все плотненько, аккуратненько. Все получается супер. Так, мне сейчас трубочки нужно нарастить. Наращиваю в этом месте и в этом. Так, срезала, заострила и нарастила. Снова место наращивания спряталось. Одно. И второе теперь за стоечкой. Прижимаем. Вот я прошу прощения за ноготь. Я им несколько раз ударилась об все углы, какие только можно было в доме найти. Очень мне неприятно самой смотреть, и вам наверняка. Исправлюсь. Так, девочки, раз. Завиток. Укладываем. Не торопимся. Здесь самое главное, чтобы, когда вы будете вот эти виточки делать, чтобы вы не затягивали стойки, да, вот эти рядышком, которые стоят между собой. Соответственно, если вы их затянете, вся конструкция стянется и, ну, будет плохо. Поэтому мы аккуратненько все плетем. Плетем, и прям честно, я сейчас получаю удовольствие. Такие трубочки классные, мягкие, податливые. Они как пластилинчик вообще, кайфушки. И цвет такой классный. Я вот не знаю, вы заметили, да, видео снимаю, и каждый раз какой-то новый цвет всплывает. Ну, я обязательно фотосессию корзинки сделаю, когда целиком ее сплету и украшу. Тогда вы увидите настоящий красивый цвет. Так, здесь снова у меня наращивание сейчас будет. Плетем дальше. Вот проплетаем, и можно фиксировать плетение, да, и за стойку тяну. Фиксирую, и здесь тяну. Прижимаю поплотнее. Но это можно будет потом сделать. Все, выправить. И выплетаем. Так. Главное не сбиться. Давайте я вам покажу, что будет, если я не буду делать эти виточки. Вот. Видите? Будет не так плотно. В общем-то, делюсь в который раз с вами своими лайфхаками. Слово-то такое импортное не выговоришь. В общем, творческими идеями по-нашенски. Наш русский язык, он богат и могуч. Всякие импортные словечки нам не нужны. Хотя я иногда сама ими грешу. Так, снова наращивание. Нарастила. Осталось совсем немножко. Я вам покажу, как это в общей картине смотрится. Так.
Не забываем, не затягиваем. И это я даже больше не для вас иногда говорю, а для себя, чтобы не забыть. А то я волнуюсь, переживаю, все ли вам видно, и в камеру смотрю, и на корзинку успеваю. Решила пожертвовать своим временем. Даже ногти делать не стала. Нужно мне срочно было сплести эту корзинку. Я уже о ней мечтала, я не знаю, перед Новым годом задумала и все ждала, когда же праздники закончатся, когда же все уже пойдут в школу, на работу. Это я про мужа и детей. И что я начну творить и вытворять. Так, мы уже подошли к самому началу. И сейчас, да, можно, в принципе, не делать наращивание. Вот моя первоначальная стойка. Раз и два. Здесь так и так. Смотрите, как же вам лучше показать. В общем-то, мне здесь сейчас нужно ее нарастить. Сейчас я вам буду все показывать, чтобы красиво все получилось. Иди сюда. Не буду без вас этот момент делать. Он важен. Так, эту я завела как положено по рисунку. Я же с нее начала, и мне теперь вот эту вторую нужно хвостик просунуть вот сюда каким-то образом. При помощи, как всегда, Божьей Матери и отличного настроя вытягиваю. Так, это пока сюда. Все, видите, я ее вытянула, подтянула. Это называется, я закрыла ряд плетения. Вот как-нибудь нужно нарастить аккуратненько. Срезаю. Видно вам, нет? Срезала и нарастила. Все. Отлично. Показываю, что получилось по периметру. Обязательно везде все подтягиваю. Тын-тын-тын-тын-тын. Очень красиво. Очень хорошо получилось. Сдвинула камеру, видите, цвет снова поменялся. Две рабочие трубочки торчат. Теперь мне что нужно сделать? Теперь мне нужно все стойки выставить обратно вертикально. Первоначальные стойки я их прям помечу. Теперь делаем все то же самое, только проплетаем наши стоечки в вертикальном положении один в один, как мы это делали ранее. По бортику аккуратно завожу рабочую трубочку, приближаю, фиксирую. Сейчас стоечки вот эти можно немножко на себя уклонять и прям прижимать, чтобы поплотнее все получилось. И опять представляю, что у меня там есть дополнительные стойки. Я тяну хвостики, не бойтесь это делать. Все зафиксировано четко, очень четко, все отлично. Проплетаем и стоечки на себя, не затягиваем их между собой. Выкладываем, тянем, прижимаем. Вот эту подтягиваю, сразу там рабочий прижимаю. Они все равно пытаются уклониться вовнутрь. У меня какая-то корзинка хамелеон. Вы замечаете на экране? То голубая, то зеленая. Прям морская волна. Когда вы увидите ее настоящий цвет на фото, вы, наверное, очень сильно удивитесь. Я обязательно потом ссылочку прикреплю на страницу ВКонтакте, когда фотосессию сделаю. Ну, я сделаю сначала фотосессию, конечно же, а потом уже мастер-класс выложу. Там кошки у меня, детей уложила, кошки начали бегать. Господи, боже мой. Лекси, девочка, там лежит со своими детками, хоть тоже спать улеглась. Все спать легли, у кошек началось раздолье. Но зато мне не скучно. Подошла к первоначальным стойкам, там, где они вот они у меня помеченные.
Сейчас посмотрю, нужно ли здесь делать переход. Я что-то уже сама забыла. Нет, здесь уже переход можно не делать. Просто ухожу на второй ряд, получается. В общем-то, можно вот сюда было хвостик просунуть. Вот, вот сюда. Но я побаиваюсь это делать, потому что здесь у меня наращивание. Вы его, наверное, не видите. Оно прям вот здесь. И я могу просто вырвать все. Будет небольшой перепад. Ну, я думаю, что это не так критично. В общем, без всяких переходов ухожу на второй ряд. Все, решено. Смотрите, я дошла до моих первоначальных стоек, да, и стала видео снимать, что я, в общем-то, проплетая каждую стойку, ее начала подрезать пенечки, чтобы их скрыть. Но из этого ничего хорошего не вышло. Нечто подобное я показывала в одном из своих недавних мастер-классов, где я крышку плела. Там тоже витки были короткие. В общем-то, их можно во время плетения прятать, да, в самом плетении. Но здесь ситуация не проходит такая, поэтому я подставляю дополнительные сейчас трубочки. Я просто вам объясняю, что за ситуация у меня здесь на экране. Не получится так. Испортила все. Так. Наращиваю я вот здесь перед или сразу за стойкой. Не слева, не справа, а вдоль получается. Все, на клей посадила. Не буду так делать. Не буду. Сейчас, значит, проплетаю еще один третий ряд. И просто обрежу аккуратно все стоечки вдоль плетения и подкрашу их. Загибка, соответственно, да, вы понимаете, что на таком плетении вряд ли возможно. Я, в принципе, ее и не собиралась делать. Вот. Поэтому скоро увидимся. Так, пора делать окончание внутреннего бортика. Получается раз, два. Вот эти мои первоначальные стойки, с которых я начинала плести. И я теперь поступаю следующим образом. Так, так. Вот видите, что я сейчас сделала, да? Вот моя стойка. Так, эту стойку проплела. Дальше тоже, получается, сделала виток. И сейчас мне вот эту трубочку нужно будет вытянуть в отверстие. Вот в это. Закрываю. Я немножко подрастроилась, что у меня так получилось со стойками, но ничего страшного. Хотела сделать вообще, чтобы все супер идеально было. Видимо, не судьба. В другой раз потренируюсь. Мне теперь единственное, что еще их и не подтянуть. В общем, не совершайте моих ошибок. Так, здесь я все сделала. И это мне нужно куда-то, наверное, тоже деть. Наверное, я эту сюда продену. В плетение. В общем, нужно по наитию смотреть и чувствовать. Можно было ее оставить здесь на месте, да, обрезать здесь и здесь. Но я решила ее еще раз в виточек спрятать. Вы должны на месте смотреть, надо ли оно вам, не надо ли. Как-то по наитию все чувствовать. Тогда будет все нормально. Как у меня типа сейчас. Тихо, 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 тихо. Давай, давай. О. Вроде как получилось. Все. Теперь у меня здесь
ровно. Все ровно. В одной горизонтали. Видите? Все ровненько. Так, ну я теперь сейчас обрезаю все. И прижимаю. Корзинка с бортиком готова. Показываю, вот что получилось. Осталось очень аккуратно срезать все стоечки. Ну вот так. Срезаю по периметру и встречаемся. Ну и теперь, друзья, последний штрих. Вот у меня раствор для окрашивания трубочек. Я все вот эти срезы обязательно прокрашу. Там, где у меня что-то не так, да, можно все аккуратно закрасить. И на этом видео мое подошло к концу. Бортик готов. Я уверена, что после выплетания крышечка идеально сядет на мою корзинку. Ее осталось высушить, прогрунтовать и немножко принарядить. Все, друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, скоро увидимся. До новых встреч и пока-пока.